Всем привет! Мы продолжаем ежегодную рубрику канала, посвященную обзорам масштабных моделей с цинковой чумой из моей коллекции. И для тех, кто не смотрел предыдущие части и также недавно подписался на мой канал, вкратце расскажу, что из себя представляет данная рубрика. Она экспериментальная, мы смотрим, как изменяются модели по прошествии времени. И здесь, конечно, представлены не только оригинальные модели в первозданном виде, но и автомобили, которые я реставрировал, восстанавливал из хлама. Поэтому некоторые модели не совсем комплектные, я использовал детали как донора для ремонта других автомобилей. И мы посмотрим также импортные масштабные копии, чтобы не складывалось ощущение, что цинковой чуме подвержены только российские масштабные модели. И первый автомобиль, с которого мы начнем, это Mercedes-Benz W140 от Spark Minimax. Это дилерская масштабная модель. Давайте ее распакуем и посмотрим, какие у нее недочеты. И интересно то, что серебристые Мерседесы от Spark чумеют, а черные Мерседесы, у меня, кстати, черный тоже есть в коллекции, без цинковой чумы. Здесь вы можете посмотреть, на капоте появились вздутия на лакокрасочном покрытии, также такое ощущение, как будто просела краска. Есть микротрещины на крышке багажника. Как раз отчетливо видна крупная трещина с правой стороны. Начали отходить молдинги, также остекление. Хотя геометрия у этого автомобиля осталась особо без изменений. И с правой стороны вы тоже видите, начало отслаиваться стекло. Но модель пока что держится. Ее я не пытался отреставрировать, потому что в свою коллекцию купил еще один такой нечумной черный вариант. И здесь на правом крыле тоже видны крупные трещины. Следующий автомобиль это Opel Rekord из серии Opel Collection, тоже дилерская модель. И у меня было два таких Opel, один у меня полностью рассыпался, а второй покупал ему на замену, но, к сожалению, модель тоже пришла с цинковой чумой. Поэтому оставил ее для истории. У этих Opel'ей очень симпатичная коробочка. Сейчас попытаюсь ее распаковать. И здесь как раз вы можете тоже обратить внимание, то, что просела краска. Появились трещины в задней части автомобиля. Наиболее напряженные места это крышка багажника, судя по всему, потому что здесь больше всего трещин. А передняя часть более-менее нормальная. Хотя на крышке капота тоже есть трещинка. Но этот Opel пока что держится. И по сравнению с первой моделью, конечно, здесь состояние намного лучше. И обзор на первую модель вы тоже можете найти на моем канале. Следующая модель это полноприводный КАМАЗ от Elecon. Да, КАМАЗы от Elecon тоже чумеют. К счастью, кабина здесь пока что без серьезных повреждений, но на лакокрасочном покрытии появилось очень много вздутий. Сейчас я распакую эту модель и покажу, какие у нее недочеты. Вы как раз можете видеть с водительской стороны очень много вздутий на лакокрасочном покрытии. И краска местами начала облупливаться. Трещина на передней части автомобиля. Геометрия кабины пока что без особых изменений. Тоже что-то похожее на трещину возле правого зеркала заднего вида. И опять же вздутие на лакокрасочном покрытии с правой стороны.
И этот КАМАЗ покупался где-то в начале 2000-х годов. И почти все модели, которые в моей коллекции с цинковой чумой, начала 2000-х годов. А более ранние и более поздние модели без признаков цинковой чумы. А так это вполне хорошая модель. Рабочая балансирная тележка, съемный тент. Отлично проработана ходовая часть. И должна откидываться кабина, но не буду ее откидывать, потому что она может рассыпаться. Следующий автомобиль это Москвич 2141 в варианте такси. Эта модель у меня развалилась, я ее склеивал. И интересно то, что капот здесь без цинковой чумы. Видимо, деталь из другой партии. Капот можно использовать для ремонта или комплектования другой масштабной модели. Дверь вся в трещинах. Также треснуто заднее крыло. Некоторые детали с этого москвича я использовал при ремонте других масштабных моделей, поэтому они отсутствуют. Дверки уже вклеены. Также видно, повело немного кузов. Интересно, днище коричневого цвета у этой масштабной модели. И здесь вполне хорошие колесные диски, еще не оплавленные покрышками. На других москвичах в моей коллекции оплавлены колесные диски. Хотя кузов тоже поведен. Если вы присмотритесь, задняя ось сместилась ближе к передней части автомобиля. Она должна быть чуть назад смещена. Второй москвич тоже бывший вариант такси, который я перекрасил. И здесь модель загрунтована. И появились новые микротрещины над решеточками охлаждения. Капот здесь тоже покрылся трещинами. На задней части видимых трещинок не обнаружено. Те модели, которые ремонтировались, дольше стоят, и на них трещины не так часто появляются. Но опять же, этот процесс необратим. Как ни ремонтируй масштабную модель, все равно рано или поздно она рассыпется. У меня, получается, уже эти модели стоят несколько лет. Я их храню в одинаковых условиях, и некоторые модели быстрее покрываются паутинкой, некоторые остаются в первозданном виде, но еще раз повторюсь, все равно рано или поздно они рассыпятся. Следующая модель это ВАЗ-2110. Здесь рассыпался капот, и также рассыпалось днище, я его заново склеивал. Пришлось его подрезать, подпиливать, подтачивать. И задние колесики у меня тоже где-то лежат, но они сюда уже не влезают, потому что днище здесь поведенное. Крышка багажника тоже вся в микротрещинах. А корпус у этого автомобиля целый. Тоже интересно. На некоторых моделях чумеют только капот, крышка багажника, дверцы, а на некоторых целый корпус, а двери и крышка капота и багажника остаются без признаков цинковой чумы. Никогда не угадаешь. Следующий автомобиль это УАЗ 469. И здесь уже произошли некоторые изменения. Если вы посмотрите, то кузов начало вести, и тент уже смещается ближе к водительской стороне. Тоже, можно сказать, скоро рассыпется капот, он весь в микротрещинах. Дверки уже не открываются. Повело заднюю часть. Также сместилась задняя ось. Она уже практически скрыта
колесной арки. Был когда-то хороший УАЗик. Но корпус еще более-менее держится. Хотя лишний раз его тоже лучше не трогать. Второй УАЗ в голубом цвете. Эту модель я пустил на запчасти, взял крышку капота и крышку багажника, также передние сиденья и панель приборов установил на другую модель. И здесь крышка багажника и капота сделаны из полимера. Тоже дверцы уже не открываются. Присутствует плашка двигателя. Также повело корпус, как и у предыдущего варианта. Колеса сместились ближе к передней части автомобиля. Но корпус пока что еще держится. И новых трещин пока что здесь я не наблюдаю. Возможно, они появятся в следующем году. Далее покажу вам ВАЗ-2105. Здесь произошли изменения и начало вести нижнюю часть автомобиля. Это видно по смещению колес. В прошлом году такого не наблюдалось. Сложно сказать, появились ли новые трещины, потому что здесь их настолько много, что даже не помню, какие из них старые, какие новые. Эти модели хороши для диорамы. Можно сделать или свалку автомобилей, или экспозицию техники под открытым небом, как я вам показывал вживую. Это даже ВАЗ-2107, а не ВАЗ-2105. Из-за отсутствия решетки радиатора не признал семерку. Но модели не сильно отличаются друг от друга. Далее покажу вам ГАЗ-13 «Чайка». Она в оригинальной коробочке, но здесь, по-моему, нету штампика с датой изготовления. Но еще раз повторюсь, эта модель примерно 2000-х годов. Очень красивый цвет, но, к сожалению, эта модель тоже рассыпается буквально на глазах. Все в микротрещинках. Повело корпус, вываливаются пластиковые детали. Дверки уже здесь вклеены, не открываются. На капоте видны вздутия на лакокрасочном покрытии. Ну вот как раз вывалилась одна из декоративных деталей. Крышку багажника еще можно открыть. И последний автомобиль в сегодняшнем видеоролике — это УАЗ Фермер. И у этой модели на коробочке сохранился штампик с датой изготовления. Январь 2001 года. Вывалился люк, я его положил в кузов. Появилось больше микротрещин. Остекление уже не держится. Вся кабина в маленьких трещинках, возможно, на камеру вы их не увидите. Ну вот прошел еще один год, и в следующем году мы посмотрим, какие модели сохранят вид, а какие модели изменятся в худшую сторону. Пишите ваши комментарии, какие из показанных мною моделей есть в ваших коллекциях, когда, где и за сколько вы их приобретали. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик. На сегодня это все. Пока-пока.